10, Удачи, всем Ёбаный удачи, всем рот. удачи, всем 7, удачи. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну и чё? Поехали, я зашел. Так, поехали, идет загрузочка. Какой солдат? У меня 4 устройства, у меня нигде не заходит, просто ни с одного. Итак, друзья, я вас приветствую. Хорошая новость. У меня таки получилось выбить себе билеты на International. Так, все. Походу четко. Ну-ка. Бронирование. Зона Да, есть? 22, 23 есть, 20, 21 есть. Все есть, А-тир. А еще я не понял, я в фокусе или нет. Но у меня получилось выбить билеты себе на все 4 дня. Все билеты А-тира. То есть самые дорогие билеты, самые лучшие места, самые лучшие сектора. Я уже готов. Взял себе вот такую футболочку. Давайте включу свет. Такая вот футболочка. Общая порядочность. Ваш общий рейтинг порядочности с размерчиком чуток борщанул. В общем, в чем суть? Продажа происходила на трипе. Сейчас здесь у нас все распродано. Сейчас я посмотрю, сколько примерно по деньгам это все стоило. Я буду смотреть немного туда, потому что там у меня монитор. Двухдневное пакетное предложение за 20 и 21 августа. Тир А мне вышел в 22 843 рубля 73 копейки. Это у нас было оплачено при помощи банковской карточки российской на Трипкоме. Вот. И последние 2 дня финальные, это 22-23 августа, также тир А, 32 834 рубля 99 копеек. Итого, только что посчитал на калькуляторе, оба билета мне вышли в 55 676 рублей 72 копейки. То есть чуть меньше 56 тысяч рублей. Это исключительно билеты на само мероприятие. Почему был выбран Трипком, как мне кажется, да, валвами в этом году? Поскольку, скорее всего, они следят за обстановкой, в курсе того, что у Китая есть безвиз с Россией. По крайней мере, вот активный на момент, когда будет проходить International, и что очень большое количество людей в России являются большими фанатами Доты. И почему бы не дать им также возможность легко поехать на Инт без каких-либо проблем, потому что Трипком принимает российские карты, он позволяет нормально регистрироваться с российских IP-адресов на российские номера телефонов, принимает российские паспорта. В общем, никаких ограничений в отношении россиян на данном сайте нет. Он полностью позволяет оплачивать любыми картами, можно российскими, можно не российскими, чем угодно. Главное, валюту правильно выбрать. Покупка была довольно-таки такой тревожной. Я где-нибудь в конце этого видео прямо приложу запись того, как именно происходила покупка этих билетов. Правда, в кадр попала покупка только билетов на первые 2 дня, из-за того, что я это делал на 2 разных мониторах, но тем не менее эмоции сможете услышать. Я сидел в Дискорде с другими людьми, которые также в это время покупали эти билеты, поэтому, кому-то очень повезло, кому-то не повезло попасть в нужное место в очереди. Мне вот, как видите, сначала не повезло, а потом как повезло, я успел в первые 3 минуты купить себе билеты. Вот. А покупка билетов непосредственно началась моментально. Как только стартовала продажа, в ту же секунду я уже начал их покупать. Что нужно было сделать, предварительно для того, чтобы этот билет иметь возможность купить? Во-первых, нужен был сам по себе аккаунт на Трипкоме. Далее мы заходим в управление аккаунтом. Здесь привязан номер телефона, привязана почта, все заполнено. И в информации о частном путешественнике главное, чтобы загранпаспорт был указан. Для покупки билетов в 26 году, получается, обязательно требовался действующий загранпаспорт, потому что все билеты покупались на конкретный номер паспорта, на конкретное имя, фамилию. То есть, если у вас нет действующего загранпаспорта, или он там истекший, или еще что-то на момент покупки, то, скорее всего, вы в пролете, либо вы просто так потратили деньги и так далее, потому что по той информации, которая была указана на сайте самой Доты, а также на самом Трипе, если, что проход будет по паспорту конкретно, вот тому, на который приобретался билет. На Трипе вы как только покупаете билет, точнее жмете кнопку «Купить», переходите, выбрали тир, который хотите, и вас уже перекидывает на страницу оплаты. Это место
этот билет за вами уже забронирован на этот момент. И он будет действовать в течение 5 минут. У вас есть 5 минут на то, чтобы завершить оплату. Если вы оплату в течение 5 минут не завершаете, ваш этот билет обратно уходит в общий пул. И у меня возникла такая грустная ситуация, из которой я еле-еле вышел. Вообще, я не знаю, чудом каким-то. Я спокойно смог купить билеты на первые 2 дня. При том, что, естественно, я первым делом пытался купить билеты на финал, потому что это самое важное, самое крутое, самое классное. Но, кстати, я очень не понимаю, почему на первый день нет такого ажиотажа, там же концерт вообще крутой. Я так понимаю, люди не ради концерта, идут на International, поэтому, церемония открытия, вот. Вот эти вот 2 билета на первые 2 дня были куплены вообще без каких-либо проблем, не встретилось никакого сопротивления, я просто несколько раз нажал кнопку «Обновить страницу». После ошибок, которые у меня появлялись, у меня появилось окно выбора тира, я его выбрал, меня перекинуло на оплату, я оплатил, никаких проблем, оплатил карточкой, все круто, классно. Но это я 22 843 рубля смог оплатить картой. И потом той же самой карточкой Т-банка я пытался, когда у меня все-таки получилось пробиться на также покупку тир А билетов на финальные 2 дня. Вот и в какой-то момент у меня открылось окно выбора, у меня все еще был доступен А-тир, я его выбрал, и у меня открылась страница оплаты. И я такой думаю, все, круто, классно, у меня есть 5 минут на оплату, сейчас я введу данные своей карты, точно так же, точнее выберу уже привязанную карту, вот эту мировскую. Я ее выбираю, ввожу CVV-код, жму оплатить, и мне выдает ошибку, что оплата невозможна. Я пытался оплатить той же самой картой, и мне даже не банк отклонял оплату, а просто Трип писал, что все, невозможно. По какой причине невозможно? Операция отклонена. Кем отклонена? Непонятно. В личном кабинете банка нет вообще никакой информации об отклонении операции, потому что обычно же там прямо написано «отказано», и причина какая-то есть, а тут вообще ничего не было. Потом, в моменте, после 3 где-то попыток неудачных оплаты, у меня вообще появляется ошибка «распродано». И все, и меня выкидывает. И я пытаюсь, пробиться еще раз, купить билеты хоть какие-то, уже не А-тира, а любого другого тира. Их нет. Все пакетные предложения на последние 2 дня уже полностью распроданы к этому моменту. Там прошло где-то минута-полторы максимум от начала продаж. Я уже такой просто в полной печали, думаю, ладно. Даже на финал уже закончились отдельные билеты, остались на предпоследний день. Думаю, возьму хотя бы еще и его. То есть попаду на 3 дня без учета финала, к сожалению. Начинаю проходить оплату там. То есть у меня получилось открыть какой-то там убогий тир. Я не знаю, тир С, Д, Е, Ф. Какой-то вообще самый дешманский тир, который был доступен. Я начинаю заполнять данные. И мне пишут, что у тебя уже есть билет на эти даты. Точнее, у тебя есть активное бронирование на эти даты. Ты не можешь, по правилам, которые они ввели, на 1 день ты можешь покупать не более 2 билетов на одно имя. Или не более... в общем, я запутался, но вы можете сами посмотреть. Я в моменте это лучше понимал. Прошло уже больше месяца все-таки с того момента, я чуть-чуть подзабыл. Но, в общем, суть в том, что у меня лимит по покупке билетов за 1 день был превышен. То есть я уже не мог купить больше, чем я купил. И я такой думаю, раз он превышен, значит где-то все еще висит то самое бронирование, которое из которого меня тогда выкинуло. Я полез на Трипе искать информацию где-то там в личном кабинете, то есть все там запланированные, не оплаченные бронирования. В общем, там все, что есть в интерфейсе, все облазил, нету ничего, там пусто. То есть там есть то бронирование, которое я сделал на первые 2 дня, оно успешное, а бронирование, которое на последние 2 дня, его просто нет. И я такой думаю, и побежал в историю браузера. Искать, ту самую страницу с тем же самым адресом, на которой я находился в момент, когда... Кошка бегает. На которой я находился в момент, когда я пытался оплатить в первый раз. И я нашел эту страницу, она у меня открылась без каких-либо ошибок. У меня на ней оставалась 1 минута до окончания действия этой брони до оплаты. Я пытаюсь опять оплатить банковской картой, у меня опять не получается. Сменить банковскую карту на зарубежную, на которую у меня были деньги, уже не представляется возможным, потому что изначально это очень важный момент. Насколько я понял, Финаргот пролетел именно с этим. С тем, что вы, когда покупаете билет, когда вы только на странице мероприятия находитесь и вообще какой-либо на Трипе,
трипе. Это так работает здесь. То есть, если вы изначально заходили на покупку билета, когда у вас вот здесь вот стояли в валюте рубли, то все, это значит, вы в любом случае обязаны оплачивать рублевой картой. У вас не будет возможности поменять на доллары. Из-за того, что платежи, которые проходят по российским картам и через российский эквайринг, они обрабатываются вообще отдельно от международных платежей. Если вы покупку делаете в рублях, изначальное бронирование у вас рублевое, то вы можете оплатить только российской картой или по СБП. Если же вы покупаете в долларах, то вы можете оплатить только любой зарубежной картой. То есть любой нормальной Visa, MasterCard, которые международными банками выпущены и принимаются везде, вот ими вы можете оплатить в любой валюте, если у вас там доллары. Рублевой картой вы уже не оплатите. Все, просто шансов никаких нет. Не смогли купить рублевой картой, все. Если вы хотели платить долларовой картой, изначально нужно было выбирать там USD. И получается, я застрял в ситуации, в которой у меня есть деньги на зарубежной банковской карте, но я не могу ими воспользоваться. У меня не проходит оплата по моей банковской карточке российской, на которой есть деньги и которая готова к оплате. И у меня остается последний вариант, который мне приходит в голову где-то за 20 секунд до окончания типа действия вот этого бронирования. Я понимаю, что там можно оплатить по СБП. Я просто лечу оплачивать по СБП. Там появляется этот QR-код. Я уже в этот момент на телефоне там судорожно открываю приложение банка, сканирую QR-код, жму оплатить и просто молюсь. Приблизительно за 5-10 секунд у меня проходит оплата таки до окончания окончания бронирования. И я вижу, что у меня все в профиле на трипе появляется вот это вот мое бронирование на последние 2 дня. А-тир, и я просто в невероятной радости нахожусь. То есть, вроде бы проблема была не в том, что мне банк заблокировал карту или ограничил операции, а дело именно в самом трипе. То есть, сам трип, видимо, по какой-то причине не дал мне совершить 2 крупных покупки за короткий промежуток времени с одной карты. Кто со мной сидел в Дискорде, у них даже при том, что они взяли билеты на более слабые тиры, радости было как-то сильно больше. Плюс очень много было очень грустных людей, которые такие, не получилось, которым не повезло, которые пытались с телефона оплатить вместо того, чтобы сделать это с компьютера. У которых, возможно, произошла ситуация, как у меня, и они просто не додумались до того, что можно зайти в историю браузера и там это найти. То есть, какая-то смекалочка минимальная меня спасла в этот момент. То есть вы скажете, это база, вы прикиньте, у вас время просто исчисляется с секундами, миллисекундами. Вы должны принять решение, каким образом все это промутить, что сделать, вообще куда нажимать. Потому что деньги немалые, во-первых. Во-вторых, время очень ограничено. Там китайцы каждую секунду скупают эти билеты, я не знаю, там вот такими вот пачками. Перекупы туда же, я не знаю, очень много перекупов на самом деле покупало этих билетов, несмотря на то, что они именные. У нас полностью запрещена какая-либо перепродажа билетов. Скорее всего, китайцы эту тему у себя на Дамае как-то обходят. Но, опять же, это специфика покупки билетов на китайский International. Она заключается в том, что у китайцев отдельный сайт Дамай. Вот. И для всего остального мира это отдельный сайт, это Trip.com. В прошлый раз, когда в 2019 году International проходил также в Шанхае, на тот раз продажа билетов была на Universe.com. И у китайцев также на Дамае. Но на тот момент перепродажа билетов была. То есть можно было после покупки билета условно поменять данные того, кому этот билет принадлежит. В этом году так сделать нельзя, передать билет каким-либо образом нельзя и так далее. Все, что вы можете сделать, это только отменить бронь. Продажа билетов была 10 числа, 10 июня. Получается как? Продажа билетов стартовала в 9:30 на трипе. Была отдельная очередь для китайцев, которые за последний год сыграли вроде бы год. Короче, там была приоритетная очередь для тех людей из Китая, именно с китайским паспортом, которые на китайском сервере отыграли минимум 10 игр за последний год или полгода, что-то такое. Вот. И прошли регистрацию на вот эту вот приоритетную очередь. Для всего остального мира такой опции не было. И получается, у них продажа билетов стартовала в 9:00, в 9:20 она завершилась. Именно вот продажа по этой приоритетной очереди. И затем уже в 9:30 стартовала общая продажа билетов. Как для Китая на Дамае, так и на Trip.com для всего остального мира. Да, билеты в этом году исключительно по паспорту. То есть вот
тот билет, который вы купили, те данные, которые в нем указаны, именно по ним, с этим документом вам нужно будет проходить на арену в Шанхае. Вот, если вы придете с другими, ну, я не знаю, как будет, но, скорее всего, вас развернут. Но я думаю, что-нибудь там, те люди, кто будут покупать у перекупов, что-нибудь придумают, я не знаю, с ксерокопией паспорта будут пытаться ходить. Но это, опять же, вообще какая-то такая... Вы отдаете огромные деньги, перекупам платятся деньги больше, чем я заплатил вот, ну, напрямую. Люди еще и не получают стопроцентной вероятности того, что они попадут таки на арену. То есть вы прикиньте, а там стоимость билетов не маленькая. Помимо всего прочего, у меня ушло вот на 10 дней в Шанхае еще около 25 тысяч на аренду отеля. И цены на билеты я говорил за одного человека, потому что вот мы летим вдвоем с моей девушкой, но девушка у меня не собирается ни на какие интернешнлы, она идет закупаться там и так далее. Шопинг, прогулки, Шанхай, круто. Вот, поэтому получается ценник вот такой. Он вышел чуть меньше 56 тысяч за сами билеты на сам International, чуть меньше 25 тысяч за 10 дней проживания в не самом плохом отеле, не очень далеко находящемся от арены, чтобы пешочком можно было дойти примерно минут за 15-20. Как отель называется? Йихуан Анлай отель. Короче, вот я куда-нибудь сюда вот напишу, как это дело пишется. Не знаю, насколько вам будет интересно. Может быть, вообще сейчас запись с экрана, да, вставлю, покажу, что это за отель, что там за номер мы взяли. Отдельный прикол касательно китайских отелей, китайских номеров, что я заметил, ни в одном из них не было шкафа для того, чтобы там разместить свои вещи. То есть, по крайней мере, на фотографиях его нигде не видно. Практически у всех есть раковина дополнительная на входе, помимо той раковины, которая находится в туалете, но нет шкафа. Просто, ну, типа, нет шкафа. Даже если есть сейф, шкафа нет. И это прямо что-то очень странное, что-то очень непривычное для меня, как вот для человека, который... Не сказать, что прям очень много где был. Ну, там, Турция, Египет, Армения, Россия, все. Да. Ну вот, был вот в этих странах, ну там такого не было, чтобы не было шкафа в отеле. Вот, что еще? Билеты на самолет. Билеты на самолет на двоих вышли нам в 103 тысячи рублей. То есть, если поделить пополам, то это примерно 51,5 тысячи рублей на человека. Я покупал через Т-банк, через сервис путешествий, просто потому, что у них на этот момент были самые выгодные билеты из тех, которые были возможны. Возможно, было бы еще дешевле покупать напрямую на сайте китайских авиалиний, но я решил с этим делом не связываться, хотя, наверное, зря. Итого, давайте посчитаем. Вышло 132 тысячи рублей. 132 тысячи рублей, ну как будто это не сильно-то и прям много за подобную поездку. Понятное дело, что бывало и дешевле, но на какие-нибудь европейские турниры ездить по-любому будет ощутимо подороже. И с собой, я думаю, возьмем мы еще на двоих где-то около 100-150 тысяч рублей. Получается, часть денег уже у меня лежит на аккаунте в Alipay, часть денег лежит в крипте, ожидает перевода на Alipay, часть денег у меня просто лежит на карте, и еще часть денег ждет зарплаты для того, чтобы это все дело можно было оплатить. Вот, я думаю, то, что поменяем какую-то некоторую небольшую часть, ну, наверное, 10-20 рублей в наличку, в юане наличные, все остальное пойдет в алипеевский кошелек, вот, ну, и там будем как-то тратить все эти деньги, кушать во вкусных ресторанчиках, потому что Шанхай все-таки город, который гораздо более рассчитан на посещение иностранцами, чем многие другие города, как народ на ютубе рассказывал о том, что очень много всяких вкусных и классных ресторанов, в которых можно не бояться отравиться всякой вот этой китайской истории, и к которой наш западный желудочек будет более-менее готов. Так что ждите влога из Китая, ждите. У меня какой план есть? Я собираюсь купить клавиатуру в Китае себе, новую, и получить на нее росписи от различных проигроков. Например, хочу роспись от Етора, как минимум. Уж получится у меня ее добыть или нет, не знаю, но я постараюсь, попробую. Летим, опять же, мы на 10 дней. 10 дней. Так что ждите влог. Скоро будет. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, не слишком сильно задушнил. Пишите комментарии. Буду исправляться, буду делать лучше. Так что покупайте крутые футболки. Всем пока. По-любому же будут те, кто очень хотел сегодня купить, но их мама кушать позовет, короче, ровно когда продажа Ты не начнется. помог, то ли ОГ, то ли там какая-то вот эта хуйня. Что там, китайцы уже скупать начали, да? Да?
Их А кто может 132 чекать, сколько у них там ажиотаж на сайте? их 132 тысячи, а билетов, ну, типа 18. А, 18? Как вы думаете, это хуевая идея сидеть на сайте с VPN, пытаться купить билеты? Ты думаешь, Чтобы с билеты? вами остаться? Ну, Да, Мне да, кажется, VPN тебе только задержки добавит. VPN Дополнительные. Все Я нервничают. спать хочу, нахуй, вообще похуй на это. Так иди поспи, брат, нахуй тебе эти билеты? А сейчас я возьму и спать пойду. Да зачем? Еще 10 минут целых ждать, ты что, блядь? Можно поспать еще охуенно. Я, можешь посмотреть в Ютубе, только я про Японию нашла. Я видела то во же всех самое про азиатских Китай. странах так. Это Да, вообще да, да. любых. Можешь прям в Да, Ютубе я забить. курс дела. Мошенники в Вкратце. Японии. Ну, короче, тебя просто зазывало, приглашают за очень дешево в какой-нибудь бар, ты туда заходишь, там меню без цен. Тебе, например, говорят, то, что ты платишь, типа, там, 2000 йен, ну, я не знаю, блять, я не знаю, сколько, короче. Короче, там Я 1000 понял. рублей за вход, условно говоря, и пьешь за Да, это 2 потом- коктейля. А потом, если ты помимо коктейля, я не знаю, берешь лед, например, этот лед будет стоить, я не знаю, там, блядь, $4000. Я не знаю, ну, короче, очень утрирую, но ты понял суть. Короче, за завалами никуда не ходи. И тут еще чел рассказывал, то, что его чел сказал, что может бесплатно провести в клуб, а когда провел, попросил его, типа, угостить его на стоимость выше, чем проходка в клуб. Короче, поэтому аккуратненько. Я пойду. Понятно. Если меня позовут, я пойду. Бля, дохуя еще служить. Я, кстати, это в 30 уебаное минут, обычно. я в 30 минут ультразвуком сюда хуйнул. Чтобы просто... Чтобы все охуели. Трип упал. Блядь, друзья. Блядь, да ну нахуй, не работает. А у меня Бля, ну можете выходить тогда, можете А у меня выходить. стоит, а у меня стоит. А у меня заебись, Все, я обновила, сейчас заработаю. Все, идем спать. Все купил. Ну вообще это ж факт, то, что европейцам впадло будет в Китай лететь. Дай бог. Ну еще похуй. На европейскую На немцев. похер. Главное, чтобы у китайцев То есть, в принципе, виза- квота была своя. Виза для кого? Вот там общая виза или только для россиян? Не, Только для общая. россиян. Ну, в Армении без россиян? виз давно уже. Если ты армянин, то виза. Ну, если я какой-нибудь в Европе, в Три уведомления прислал, то что через минуту будет продажа. Короче, у меня... А трип, что, я сказал, пойду не будет поиграть в билетов. баскетбол, у меня, получается, нужно либо визу делать, если я лечу в Шанхай и обратно, либо если я лечу, допустим, в Шанхай в Японию, как я планирую, то мне виза не нужна на 10 дней. 55 секунд, ребят. Хуй кто возьмет. Пиздец. Сука, блядь. Бля, ручки Удачи всем, начинаются ребят. что-то, да. Удачи. Чё, А мы сидеть? здесь посидим? Да, все Я сидим. буду- я- Нет, ливайте нахуй все. Ливайте нахуй. Можно спать. Пускай интернет ляжет. Спать охуенно, да. Все, я Нет, спускаю если звук, будет да, интернет, да. блядь. Я того в 30 Китае секунд, найду, ребят. кто ультразвук сейчас ёбнет. Я ёб. Не-не-не. Можешь в Москве найти меня. Идите нахуй. А давай, не сразу адрес. Я сейчас уже выезжать буду. Бля, 15 секунд. Подъем 43. Погнали нахуй. F5, кнопку на 10. F5. Удачи, всем Ёбаный удачи, рот. всем удачи, всем 7, удачи. 6, 5, 5, 4, 4, 3. 3, 2, 1. Ну и чё? Поехали, я зашел. Так, поехали, идет загрузочка. Лоудинг, блядь. Это У меня предложение тоже очень загрузка. популярно. Попробуйте еще раз. Нихуя себе. О как. Продукт пользуется большим Ну, спросом, О заебись. как. Да, у меня так. Сука. Так, отлично. Блядь, У меня, как короче, тебя двухдневка пустило? первая Я не могу появилась. ничего сделать, это пиздец. Вас пускают? Я не могу Нет, двухдневку купить. А, все, нашел. У меня уровень А и уровень С. Я не могу буду зайти, С брать. это пиздец. Помогите, люди добрые. Буду С брать. А вы куда? Вы зашли на финал? Да, сейчас Да. и дальше 2 платить. Ой, ебать. 1062 стейки. Ну что это за хуйня у меня не заходит? Ну, У меня тоже не заходит. Ебать, мне не заходит. У меня тоже не заходит. Так, бронирование Блядь. на первый-второй день Блядь, создано. я с телефона, с макбука и нахуй с компа хуярю. У меня 4 устройства, у меня нигде не заходит, просто ни с одного. Это пиздец. Тоже такая же хуйня. А на другие дни. Не надо Я несколько. приложение с Надо- телефона бахаю, ребята, на все работает.
Я приеду, я на финал купила. Да как? Я оплачиваю. Клянись, реально. Я тоже оплачивал. Так. Финал взят на А, У нахуй. меня ничего не работает, это просто... Кому ебало бить на А? Так, первые 2 дня взято. Так, ага. Я С тоже Блядь, взял. финал, давай. О, есть. Найс. Уровень А. Так. Блять, Ваша бронирование сложно. нахуй! Ссылку напрямую на билеты для браузера, пожалуйста. Бля, я вот забронировал, Я прям а бабки welcome не кинул. списались пока. Что делать? Сейчас я проверю, мне сообщение на эту пришло. Какие вы мудаки? А, суд сосать нахуй! Бля, Бейли, финал да. не получилось пока. Пиздец. Я взял финал. На С. Можно через СПБ платить, нихуя себе. Да. В смысле, выберите... Блять, у меня А, была блядь, броня, она ебать, я слетела. долбоёб. Это как вообще? Есть, я оплатила 2 последних дня. Сейчас еще первый постараюсь. Ага. Нет, по отдельности солдат, оплачивала, или блядь. Какой солдат? В натуре? Бля, только на С успел. Я не могу на первые 2 дня купить. У меня они грузятся просто. У меня подтверждение пришло, бронирование. Честно. А чё, вы на финал взяли? Да. Я А финал и... Мне только С, я только С успела взять, это пиздец. Сука, я тоже только С успел, это вообще пиздец. 22-23 солдаут в эти бандлы. 22-23 вот я бандл взяла только С. И я не успела больше Блядь, ничего. У меня просто ёбаный загрузилось рот. только С. А на открытие берет кто-то? Блять, 22... Блять, да куда делась, ёбаный рот? На открытие есть, кстати. Пизда. Все нахуй. Я не успел. А, все. Да нахуй да, мне да. финал надо было. Так все, Так нету, все. Ебать, и сколько? похуй. 3 минуты на финал. Да. Первые дни они есть, но я когда нажимаю, грузится то, что нет. Никто не купит билеты, китайцы все раскупят. А сколько там бронирования минут? Не написано? Вроде не написано было. Ну, на первые 2 дня все еще есть, типа, на открытие. Первый день не получается взять. Че, кстати, кто забронировал, бабки списали? у вас? Первый день есть Да, только да, Д. Только Д. Блять, я вот первые 2 дня смог взять, а последние 2 дня нет. У меня Берите как бы- еще, я да, только у что взяла, ребята, только а у что меня взяла. не Берите, списались, обновляйте. Где ты взял? Только что я первый день взяла. На D-тир. Я постоянно тыкала, обновляла. Нет. Мне... А на 22 А, все, нет, мне не дало. Блядь. Меня выкинуло. Уровень Б первый день не дало. Б. За 3, Нет. 12, 28. Все, я купила 3 дня. Охуеть! Мы А как хуярим на третий ебать. день? Как ты 23 число взяла? 23 я взяла бандлом, потому что 22-23. Алло. Слышно? А, взяла блядь, или ты сначала Я купила... взяла бандл и первый день. У меня на бандл С, на первый день А, Б. Все распродано, видели? Обновляйте, ребята, О, я обновляла, можно, мне дало можно. купить. Что это за хуйня? Обновляйте, кто не взял, обновляйте дальше. Так, все, падают. все. Походу четко. Ну-ка. Бронирование.
Зона Да, Д есть? 22, 23 есть, 20, 21 есть. Все есть, А-тир на Мне, обоих. слушайте, мне показано, что зона... Вот, у меня распродана, не могу скрин Ну я дать. не буду уже перекупать. Мне по СБП пофиг. пришлось оплачивать. У меня одна с карты прошла, вторая по СБП. я взял! Все, четко, 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 бля. Найс, блядь! Какой солдат? Взял. Ишкири. Мне показывает только Бля. на 22-й, только зона А. Но это же европейцы тоже там сидят? Да, да, да. Да. Ебаные пиндосы, нахуй идите. Ебать. У меня аж Бля, мне банк бы упал. сейчас 22-23 взять бы, блядь, тир. Ну, короче, я на цель взял на финал. Но я вот тоже Кто-нибудь на финал Д поставил. взял какой-нибудь билет? Он на или Д на ты финал, у меня не прям было вообще. Бля, за СБП кэшбэка не будет, пиздец, пришлось по СБП покупать. Че, на Д никто не оплатили? взял, да? Я взял Там, Д. там не то чтобы был выбор, как повезло бы. Просто. Да, тут как, блядь, Ну, вперед. Чё кто взял? скриншотьте нахуй. Все. У вас получилось рублями оплатить? Меняйте имя, фамилию. Я иностранно получилось легко оплатить. Ну, я иностранный тоже платил, мне интересно, рублями кто-то оплатил уже? Да, да, я оплачивал да. рублями. Да, да, Вот, да. у меня один, короче, банковская карта, я Тиньковым оплачивал, вторая по СБП. А, ну заебись. Напишите в группе, ребята. У меня вторая я плата вообще карты не Тинькофф проходила, Мастеркард. пришлось по СБП платить. Тема, Я вообще тема, Тинькофф Мастеркард платил. тема на 2 человек, слово, сработала. Можно там, блять, было выбрать, и там человек. Так, О, ну, на кому нужно на первый- финал на первый день надо С есть, кому-то? ребят. На все дни билеты. Серьезно. Ебать, буржуи собрались. Да. Ебать тебя зафартило. Ну там С появилась Вот, на финал. вам же нету. На первый день надо кому-то на Д. Там он продают. Ладно. Нихуя, нету, да идите в жопу, я не буду тратить 100 баксов. Да. А вы откуда смотрите? Нихуя нету. Это ты где смотришь? У меня телефона нету, я обновил только что. Ебать. Ебать комбойны. Да нету нихуя. Там разница 10 баксов, я бы взял даже такое, на самом деле. Что, на второй день Тинькофф, Ладно, да? парни, давайте, удачи пытаться дальше ловить. Все, Так мы все пацаны, поймали. всё. Да. Всех с хорошим уловом, у кого получилось, кто не смог, давайте хорошей рыбалки. Ебать! Получается! Тир Б, блядь. Там либо брони отменяются постоянно, либо, короче, Да. чуваки играют, либо они выгружают пачками. Либо, знаете, что может быть, что они может, они рядом оплачивают, что они заходят, у них время заканчивается на оплату, и не проходит оплата, и всё. Может. И возвращают билеты. Рыбалка, да. Ну кто-то, Ну, да, вроде. У меня просто вылетела купил- страница с оплатой. У меня тупо Я на вылетела 2 дня страница с оплатой. купил Т. Я тупо по истории браузера страницу, где у меня, короче, бронь уже активная была, через историю браузера ее нашел, зашел. У меня там еще, короче, секунд 40 оставалось до конца оплаты. И я вот оттуда оплатил уже не картой, а через СБП, и тогда только прошло. Я уже все, я был уверен, что нихуя не получится. А чё, так Д, короче, не было. Кто-нибудь видел, что Д не было, я не видел Д, но меня жена взяла на второй день в Д. А. Отдельно. Максим, Она на меня взяла.